Привет, друзья, с вами НС, это полная контра, выпуск 9. На этот раз контрим Алхимика. На самом деле Алхимик не самый страшный персонаж, однако он стал очень популярен в последнее время. Достаточно большое количество людей писало мне с просьбой сделать контру именно на него. Раз он доставляет проблемы, то давайте разберемся с ним раз и навсегда. Алхимик достаточно слабый герой. При равных слотах он уступает очень многим и вообще не является проблемой. Сила же алхимика заключается в том, что он очень быстро фармит. Если грамотному алхимику никто не мешает, то он на 20-й минуте может быть практически в 6 слотов, и с такой машиной сражаться крайне тяжело. Стало быть, основной задачей против алхимика является ограничить его фарм. В общем-то, это самое главное. Все начинается с самых первых минут, когда алхимик, прокачав монетку, идет брать баунти руну. Алхимик крайне слаб в этот момент, собственно потому, что он прокачал монетку. Это такой большой крип. Поэтому постарайтесь навязать противнику драку и не дать алхимику взять руну. Если это получится, то алхимик сразу откатится в прогрессии своих предметов. Однако угадать, куда именно пойдет алхимик, выходит не всегда. Вполне возможно, что враг всей командой пойдет на другую руну и даст ее взять алхимику. Поэтому есть еще один способ сильно насолить алхимику. Возьмите Фуриона, прокачайте ему на первом уровне телепорт, летите в мид, так чтобы вас не увидели, и поставьте вард между вышек. После этого спокойно отправляйтесь фармить на гору. Алхимик, стоящий в миде и взявший баунти руну, сразу же понесет себе бутылку курицей. Просто убейте эту куру. Без быстрой бутылки в миде алхимик просто не сможет ничего противопоставить сильному мидеру. Еще одна важная задача – отбирать у алхимика все баунти руны. Для этого вам постоянно нужно проверять и забирать обе руны. Не жалейте своего времени на это. И здесь, кстати говоря, снова очень неплох Фурион. Он может прилетать на руну ровно в момент ее появления и воровать ее хоть из-под носа у оппонента. Баунти руны – важная часть экономического развития алхимика. Еще одна задача первых минут – заблокировать леса. Алхимику обязательно будут стакать лес и эншентов, и если с этим ничего не делать, то в один прекрасный момент он пойдет туда и зафармит кучу денег. Очень желательно на первой минуте сбегать и заблокировать хотя бы один лесной спаун. Если для других героев это не так критично, то для алхимика это огромная потеря в деньгах. Кстати говоря, снова возвращаясь к Фуриону, этот гражданин может постоянно мешать стакать лесные спавны, направляя на них свои пеньки. Эншентов можно тоже заблокировать, а можно сыграть хитрее. В районе 10-й минуты поставьте к вражеским эншентам вард и ждите. Алхимик обязательно пойдет туда пофармить, но делает он это не очень быстро. Поэтому не будет особых проблем использовать смог, прибежать туда, убить алхимика и своровать его фарм. Для этого, правда, нужны и хорошие герои, ибо алхимика не всегда бывает просто убить. О героях сейчас и поговорим. Если алхимик стоит в миде, как сейчас часто и бывает, то героев, которые могут его там достаточно сильно напрягать, огромное количество. Queen of Pain, Windranger, Viper, Разор, Снайпер, Лина, Лишрак, Тинкер, Варлок и многие-многие другие. Берите всех, кто может постоянно харасить алхимика и отгонять его от крипов. Главная задача не дать подходить алхимику к крипам, чтобы он мог только кидать тучу и надеяться на рандом. Стараемся динать крипов и из-под тучи. Я бы особенно обратил ваше внимание на Девауэра. Его сейчас мало кто пикает, но вот против алхимика в миде это просто босс. У него большой урон и много брони, а главное, он ворует ману у алхимика. Уже к 3-му уровню у алхимика начнутся проблемы с маной на Acid Spray. Алхимик герой туповатый. Поэтому со временем маны на Acid Spray у него не будет вообще. А без Acid Spray против грамотного Девауэра алхимик не добьет ни одного крипа. Алхимик очень уязвим против физического урона, потому как у него практически нет врожденной защиты. Даже купив кирасу, его армор едва ли переваливает за 20. Поэтому очень эффективны все персонажи, которые снижают его защиту. Главным бойцом против алхимика является Слардар. Мой красавчик. Благодаря его ультимейту убить алхимика не составляет никакого труда. Конечно, весьма эффективны такие персонажи, как Дазл, Темплар Ассасин, Венга и Вивер.
Само собой, против алхимика нужны медалька или Solar Crest. В общем, понижение брони и большой физический урон – это легкий способ убивать алхимика даже при наличии большого количества предметов в его инвентаре. Учитывая, что в последнее время алхимику стало модно покупать манту, неплохим выбором саппортов будут те, которые могут быстро убивать иллюзии. Например, Леон. Леон также хорош тем, что может инициировать на алхимика с хекса, вообще не давая активировать ему ультимейт. Ну вот, совсем вроде бы разобрались, кроме последнего. У алхимика очень неприятный ультимейт, который регенит его с сумасшедшей скоростью. Бывает, бьешь его, а он все не умирает, не хватает буквально чуть-чуть. И тут его еще лечат мекой или виверна прячет в Cold Embrace. В итоге он так и не умирает, а всю нашу команду разобрали его союзники. В доте существует один персонаж, который может полностью нейтрализовать и эту проблему. Это Ancient Operation. Это один из лучших пиков против алхимика. Его ультимейт запрещает любую регенерацию и лечение. Против ульта Operation у алхимика нет никакого спасения. Если Operation купит Аганим, то длительность его ультимейта и вовсе будет сопоставима с длительностью ультимейта самого алхимика. Главное постоянно кидать ультимейт не куда-то там, а именно в лицо алхимику. В общем-то говоря, пикайте против алхимика Operation, физический урон, баньте ему лес, не давайте фармить, и алхимику будут вафли. С вами был Инесс, это была полная контра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока. We'll be right back.